Приветствую вас, дорогие подписчики и гости моего канала. Хочу поделиться с вами своим опытом лечения модной болезни в домашних условиях. Сейчас методики лечения дома вызывают все больше интерес. Хотя, казалось бы, все протоколы лечения в стационаре не являются чем-то секретным и более или менее одинаковы во всем мире, но люди справедливо им не доверяют. Так как с тех пор, как врачам стали доплачивать за работу в так называемых красных зонах и, самое главное, за строгое соблюдение протоколов этого самого лечения, смертность почему-то стала только расти. А слышали ли вы, чтобы люди массово умирали от этой болезни дома? И не какие-то там неизвестные вам люди, а ваши знакомые? Пишите об этом в комментариях, обсудим. И куда при такой статистике заражения модной болезнью девалась статистика по другим серьезным заболеваниям? А вы знаете, что сейчас люди не болеют обычной пневмонией, а только модной? Тоже можете, кстати, написать заметочку в комментарии по этой теме. Понятно, что нам многое не договаривают. В общем, кто ткет, тот ткач, а кто врет, вы сами понимаете. Итак, сначала надо разобраться, что же это за болезнь. Многие доктора прямо говорят, что это химический пневмонит, то есть химический ожог легких. Об этом, кстати, говорит доктор Евдокименко. Можете найти его видео на просторах YouTube и посмотреть, если вам интересно. Именно поэтому, кстати, курильщики мало подвержены этому заболеванию в плане осложнений на легкие, так как их легкие привыкли к постоянным химическим ожогам. Возникают также большие сомнения в источниках и способах заражения. Когда группа мыслящих докторов подала иск в Верховный суд Российской Федерации о бессмысленности и вредности антизаразных мер, одним из вопросов был такой: кто, где и когда выделил модный вирус? Ответа не последовало. А вы, кстати, знаете, что он еще до сих пор не выделен? Также пишите в комментариях, интересно. Итак, в июле 2021 года заболели сначала мои сыновья, потом мой муж, потом я сама. Сначала мы пробовали народные методы лечения, начиная с тех, о которых я уже рассказывала на своем канале ранее, и заканчивая АСД-2. Также мы употребляли витамин С, D, разжижали кровь аспирином и еще каким-то импортным лекарством, которое очень сильно разжижает кровь. Также от температуры пили парацетамол. Но с каждым днем становилось все хуже. Я болела тяжелее всех, была ужасная слабость, головокружение, тяжело дышалось. Было ощущение, что я умираю. Такое же ощущение у меня было в детстве, когда я болела двусторонним воспалением легких. И только когда встал вопрос вызова скорой, как вы понимаете, на ИВЛ мне очень не хотелось, только тогда мы с дальней полки достали лекарство под названием Унитиол. О его действии первым рассказал Евгений Лопатин весной 2020 года, в самом начале вот этого всего безумия. Тогда же я прочла комментарий на совершенно другом канале женщины, которая писала, что в частных клиниках за 500 тысяч рублей лечат от этого заболевания унитиолом за 1 неделю до полного выздоровления. И тогда же мы купили вот эту единственную пачку унитиола, наверное, последнюю в Москве, потому что очень долго искали. В обычных аптеках не было, нашли только в одной интернет-аптеке последнюю пачку. После чего он начисто пропал из продажи, но сейчас, в 2021 году, опять появился и продается свободно везде и стоит, по-моему, совсем недорого. Это ампула для внутримышечных инъекций. После первого же укола и я, и муж, и сыновья почувствовали себя намного лучше. Через полчаса после укола я захотела встать с постели, хотя до этого практически не вставала. Начала нормально дышать, и у меня улучшилось настроение. Пошла делать чай, и мы первый раз за это время собрались все вместе попить чай, так как у всех моих домашних произошло то же самое, то есть они стали чувствовать себя намного лучше. С этого момента мы начали быстро выздоравливать, и в следующие дни делали еще по 1 уколу в день. Это мы с мужем сделали по 3 укола итого, а сыновья только по 2, и наотрез отказались лечиться дальше, так как чувствовали себя уже почти хорошо.
Но самое главное, перелом в этой болезни наступил именно после первого же укола. В аннотации к лекарству сказано, что это антидот к химическим отравлениям, то есть отравлением химическим оружием, тяжелыми металлами и алкоголем. Так что лучше в любом случае, конечно, иметь это лекарство в доме, особенно тем, кто любит перебрать со спиртным. Можно было бы сказать, что к членам моей семьи применили отравляющее вещество, но нет, цепочка заражения просматривалась достаточно четко от одного к другому. Почему унитиол помогает, я сказать не могу, не знаю. Я не фармацевт и не врач, ни в каком смысле этого слова. Но помогает он всем. Да вы ничего и не потеряете, если сделаете себе укол и подождете меньше часа, чтобы посмотреть, есть ли результат. Кстати, посмотрите видео доктора Боровских, как он лечился от этой болезни. Уже после нашей болезни вышли материалы, как хорошо помогает метиленовый синий и, как ни странно, лидокаин. Про лидокаин рассказывает доктор Узденов. Наберите в поиске лидокаин Узденов и посмотрите, если интересуетесь этой темой. Я же рассказала вам только то, что испытала на себе и на членах моей семьи. Если это видео поможет хотя бы одному человеку избежать гибели на ИВЛ или хотя бы даже фиброза легких избежать после применения ИВЛ, значит, я не зря потратила свое время на съемку и монтаж этого видео. Ставьте лайки, если видео вам понравилось или помогло, и пишите в комментариях о своем опыте лечения модной болезни. А с вами была я, Ирина, и до скорых встреч. И будьте здоровы. Пока.